Прошло 1,5 часа. Все красиво здесь томится, друзья. Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Сегодня мы приготовим с вами очень интересное и довольно редкое блюдо. Называется оно у нас таз-кебаб. Это блюдо с южной зоны, со стороны Ленкорани. Я взял для этого блюда седло, телячье седло. Из него, я думаю, будет нормально. Ну, эти обрезки моим кошечкам, как обычно. Так, все, мясо вроде обработал. Сейчас мы будем нарезать его на такие тонкие относительно, наверное, сантиметра 1,5 пластины. Здесь уже понадобится другой нож, слайсер. Возьму свой ятаган турецкий и нарезаем. Вот так, наверное, сантиметра 1,5. И вот эти длинные кусочки мы еще разрежем на 2 части. То есть они слишком длинные. Просто вот так порежем. Вот столько у нас мяса получилось, друзья. Также нам понадобится немного курдюка. Так, сейчас разожгем печь и пойдем нарезать лук, друзья. Лука нам понадобится сегодня очень много. Как я уже сказал, лука нужно будет очень много. Единственное, хорошо, что нарезать его здесь нужно крупный. Полукольцами, ну вот такими толстыми полукольцами. Так что возни не так уж много. Вот так. Так, друзья, сначала курдюк. Надо его растопить.
курдюк весь выплавился. Мы пока эти шкварки вытащим. А теперь, господа, вот в это раскаленное масло, которое мы получили от курдюка, мы опускаем мясо. Друзья, вот до такой легкой корочки. То есть мы сильно не жарим, просто как бы запечатаем масло, чтобы все соки внутри остались. А теперь, друзья, сюда идет лук. Это наша луковая подушка. Так, теперь выкладываем наше мясо. Друзья, здесь очень важная составляющая этого блюда — это сумах. Вот из-за этого блюдо и необычное. Сюда идет много сумаха. Вот так посыпается сумахом. Добавляем немножко чеснока. Хорошенько солим. Перчим. И вот это наш первый слой. Теперь все то же самое повторяем. Лук. Мясо. Солим, перчим. И пошло опять лук. И оставшееся мясо. Распределяем тоже. Опять чесночок. Обильный слой сумаха. Друзья, я мощно ложанулся. Вернее, почти ложанулся. Я забыл один из тоже важных ингредиентов. Каштан. Это надо было делать между слоями. Придется одним слоем делать. Чуть-чуть попробую подсунуть туда. Бывает, да, вот один из важных моментов, и я забыл.
И сверху идет оставшийся лук. Чуть-чуть досолю. Доперчу. И опять сумах. Все, друзья, накрываем крышкой и забываем про этот газан. Часа на 1,5 на 2. Пусть на небольшом огне томится. Прошло 1,5 часа. Все красиво здесь томится, друзья. Сейчас я вот так наклоню вам, чтобы света больше попадало. Посмотрите, на что это похоже. Это такая, даже не знаю, черная буглама. Вот за счет этого сумаха. Знаете, какой цвет получился? Красный. Вот такой вот необычный цвет, посмотрите, друзья. Темное такое, бордовое мясо получилось. Ну что, пойдем попробуем. Это блюдо ем в первый раз. И готовлю, соответственно. Тоже в первый раз. Посмотрим вот эти все соки. Друзья, посмотрите на это мясо. Какой цвет имеет, интересный. Шоколад, не мясо. Очень вкусно. Вот этот курдючный жир и кислинка от сумаха такую интересную гармонию создали. Вкус супер. Блюдо, к тому же, ребята, очень простое. Там не так много ингредиентов. Там буквально что? Мясо, лук, каштаны и много сумаха. Все. Так что пробуйте. Я думаю, вы останетесь довольны. Очень необычно. Для разнообразия попробовать такое блюдо. Просто класс. Спасибо большое, друзья, за просмотр. До новых встреч на канале Каспийский берег. До свидания.